Отбеливающая зубная щетка Борг осветляет эмаль на несколько тонов благодаря профессиональному LED-свету. Борг. Продуманное превосходство. В истории войн и сражений есть несколько абсолютно легендарных сюжетов, которые настолько невероятны, что читаются как выдуманные. И одна из них — Альпийский поход Суворова. В этой истории есть все. Император, который просит прощения, драматичная битва на мосту, штыковые атаки на более многочисленного врага, предательство союзников, марш через снега и льды, ну и, конечно, солдаты, съезжающие с Альп как с горки. Не последнюю роль в ней играет сам Александр Васильевич Суворов. Человек, который не только блестяще командовал войсками, но и мог бы сделать неплохую карьеру автора мотивационной литературы. Как вам, например, такой его афоризм? «Бей врага, не щадя ни его, ни себя. Побеждает тот, кто меньше себя жалеет». Никакой Дейл Карнеги тут и рядом не стоял. Сколько Карнеги выиграл крупных сражений? 0. А Суворов около 60. В 1789 году во Франции произошла революция. Французы много говорили об обороне молодой республики от реакционеров. И под эти разговоры захватывали соседние страны. Голландия, Швейцария и Северная Италия превратились во французские сателлиты. Россия, как и остальные европейские государства, посчитала это нарушением баланса и вошла в очередную антифранцузскую коалицию вместе с Англией, Австрией и множеством более мелких стран. Австрийцы запросили помощи, и Российская империя отправила им свое главное секретное оружие — генерал-фельдмаршала Суворова. Суворов еще недавно находился в опале. С новым императором Павлом I он радикально не сошелся во взглядах. Павел хотел реформировать армию по немецкому образцу с муштрой и напудренными париками, чего Суворов не понимал. Сохранилась даже присказка на эту тему, которую ему приписывают: «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а природный русак». Павел отправил Суворова в отставку и поселил в самом бедном и дальнем из его имений, чуть ли не в избе. Там фельдмаршал пил чай, болтал с отставными солдатами, по утрам обливался холодной водой, но в основном скучал. В конце 1798-го он даже собрался в монастырь, о чем подал официальное прошение. Через пару месяцев императорский адъютант привез ему ответное письмо. Про монастырь там ничего не было, зато Павел, по сути, извинялся за резкость и просил прощения. Звучало это так: «Граф Александр Васильевич, теперь нам не время рассчитываться. Виноватого Бог простит». Павел мог Суворова не любить и опасаться его популярности, но был при этом не дурак. Он понимал, что идет большая война и что мариновать такого человека в тылу просто глупо. Суворов уже тогда считался и до сих пор считается одним из лучших полководцев в мировой истории. Его общий счет 60-0, то есть он в своей жизни не проиграл ни одной крупной битвы. Список полководцев с подобными рекордами не очень длинный, и в него входит, например, Александр Македонский. А вот Наполеон уже нет. И вот весной 1799-го Суворов возглавил русско-австрийскую армию в Северной Италии, которую французы недавно отняли у австрийцев, а австрийцы теперь хотели отобрать обратно. Суворову в этот момент было 70 лет. Итальянская кампания стала его последней войной. И можно сказать, что его шедевром. Италию французы завоевали с помощью своих лучших генералов. И в первую очередь молодого гения по имени Наполеон Бонапарт. Суворов с помощью серии энергичных боев и маневров все эти завоевания обнулил. К сожалению, с самим Наполеоном ему столкнуться не довелось. Это наверняка было бы очень интересное сражение. Но всех остальных французов он бил, причем со стороны казалось, что без особенного труда. Европейские газеты на фоне этих побед сделали из Суворова легендарную фигуру, настоящую звезду. У австрийского двора все это вызывало беспокойство. Но освободят русские Италию, а дальше что? Может, вообще себе ее оставят? Чем успешнее действовал Суворов, тем пассивнее вели себя австрийские союзники. И, наконец, в Вене решили вообще убрать его из Италии от греха подальше, хотя сам он был вполне готов брать Ниццу и идти дальше в сторону Парижа. Вместо этого Австрия предложила другой план. Пусть русские войска двигаются в Швейцарию. Марш тяжелый, трудный, по горам.
но зато о французской группировке можно не переживать. Австрийцы обещали, что заранее ее разобьют. Забегая вперед, никто, конечно, никого не разбил. Из вьючных животных и запасов провизии, которые обещала Австрия, была предоставлена в итоге только половина. План маршрута, который составляли австрийские штабные офицеры, тоже оказался какой-то мутный. На карте дороги были, а на деле не всегда, но союзник есть союзник. В сентябре 1799-го войска Суворова подошли к подножиям Альп. Им предстояли очень интересные 3 недели. В Швейцарии Суворова должен был ждать другой русский отряд и союзники-австрийцы. Но австрийцы ушли раньше, а русских, которых они, по сути, просто бросили, разгромили более многочисленные французы. Получилось, что Суворов, еще не зная этого, шел не навстречу своим, а в ловушку. Всего он имел около 20 тысяч солдат. У французов было около 60. Но, как выражался в таких случаях сам фельдмаршал, легкие победы не льстят сердца русского. Казаков он заранее обучил говорить по-французски «сдавайся» и «бросай оружие». Первым препятствием стал ключевой альпийский перевал Сен-Готард. 2 с чем-то тысячи метров над уровнем моря. Осень, холод, проливной дождь. Впереди французы. Пехота бросается вперед прямо по долине. Другого варианта нет. Французы бьют из-за камней, русские стараются обойти их по склонам, скатывают на них огромные валуны. Это непрерывный марш вверх под огнем. Бежишь, стреляешь, колешь штыком, снова бежишь и так весь день. Солдаты в какой-то момент начинают колебаться. Суворов, который находится тут же, в первых рядах, видит это и начинает их стыдить. Мол, страшно вам? Тяжело? Ну, подождите, пока меня убьют. Закопайте прямо тут, и тогда можете отступать куда хотите. Солдаты, которые любят его безумно, снова бросаются в атаку и в конце концов сбрасывают французов с перевала. Следующий день еще сложнее. За перевалом находится так называемый «Чертов мост». Чертовыми такие мосты называли, потому что построить подобное, по представлениям того времени, мог только дьявол. Это узкая каменная арка, перекинутая над 30-метровой пропастью. Внизу бурлит горная река. Хуже того, единственная дорога к этому мосту через тоннель, который занимают французы. В какой-то момент сражение идет прямо на мосту. Мост простреливается. Пройти по нему невозможно. Что делать? 200 добровольцев поднимаются вверх по течению реки, потом спускаются вниз в ледяную воду. Каким-то невероятным образом залезают на противоположный склон и бьют французам во фланг. Одна из арок моста разобрана, ее прямо под огнем застилают досками, на которые разломали ближайший сарай. Веревок под рукой нет, и доски связывают форменными офицерскими шарфами. Французов опрокидывают в штыковой атаке. Победа! Победа не какой-то сложной тактики, а суворовского метода. Он годами нарабатывал у солдат авторитет человека, за которым можно пойти хоть в ад, хоть на чертов мост, хоть куда. Или, как он сам писал, вперед позволяю 2, 3, 10 шагов. Шаг назад — смерть. На мосту проблемы не закончились. Дальше никакой дороги не было вообще, только узкая тропинка в обход Люцернского озера. На то, чтобы пройти по ней 16 километров, ушло 12 часов. Тропа была настолько узкая, что приходилось идти по одному, а надо было еще тащить пушки, волочь припасы, гнать вьючных мулов. Наконец авангард спускается в долину и вместо отдыха обнаруживает там французов. Снова бой. На этот раз ночной. Французы снова разбиты. К этому моменту Суворов уже беспокоится. Где австрийцы? Где подкрепление? Где все? И выясняет, что его 20-тысячный отряд остался один против 60-тысячной армии Массена, одного из лучших наполеоновских генералов. Суворов собирает своих офицеров на военный совет и высказывается в том духе, что положение у нас, конечно, безвыходное. Союзники нас предали. Мы окружены. Еда у нас заканчивается. И все это означает одно. Сдаваться мы, конечно же, не будем. Пусть французы сдаются, если хотят, а мы еще повоюем. Как говорится, не числом, а умением. Тем временем к Мутенской долине подходят основные французские силы. Массена уверен, что он уже выиграл. Но у русских остается один козырь. Погода в горах отвратительная. Дождь, туман. Никто толком не видит, что происходит. Если бы французы понимали, сколько русских перед ними, они, может, атаковали бы активнее. Но они не понимают.
Более того, они попадают в ловушку. Сражение начинается, и в какой-то момент русская пехота отступает, фактически бежит в панике. Французы рвутся вперед. Все, погнали их, надо преследовать. А дальше отступающие останавливаются, разворачиваются, и оказывается, что бегства никакого не было. По бокам от дороги, на которой все это происходит, находятся виноградники. Из этих виноградников выходит русская пехота, которая была там спрятана, и бросается в штыковую. В долине начинается жесточайший рукопашный бой, в котором французы теряют 3000 человек убитыми и 1200 пленными, включая одного полковника, 7 орудий и знамя. Русская армия выходит из Мутенской долины в полном порядке и даже уводит пленных с собой. Французы настолько обескуражены, что Суворова почти не преследуют. Но в горах есть еще один враг, не менее страшный – природа. Дальше уже дикие, практически необитаемые места. Идет густой снег, дует ветер. Солдаты идут буквально по пояс в сугробах. Нужно как-то перевалить через хребет с говорящим названием Паникс. Именно на этот момент приходится большая часть потерь от обморожений. На подходе к вершине начинается ледяной снег, смешанный с градом. Люди то и дело срываются в пропасть. Туда же бросают всю артиллерию. Тащить ее дальше физически невозможно. В какой-то момент приходится складывать костры из казачьих пик, чтобы вскипятить чай для солдат. Тут вообще-то довольно легко сдаться, лечь и умереть. Но всегда рядом есть Суворов, который уговаривает, убеждает, ругается, шутит и подбадривает. Иногда одновременно. Кстати, тяжело в учении, легко в бою он все-таки не говорил. Реально эта фраза звучит как «тяжело в учении, легко в походе». Что было дальше, все наверняка видели на картине Сурикова. Никакой дороги вниз с этого хребта не было. Настолько, что пришлось съезжать с вершин, как с горки. Участники потом писали, что страшно было только напороться на камень. А так ничего, даже весело. Сам Суворов спускался все-таки на лошади. Это была единственная роскошь, которую он себе позволил. Чтобы подать пример солдатам, он отказался даже от шинели. В седле его придерживали 2 крепких казака. Очевидец вспоминал, что у них то и дело происходил один и тот же диалог. «Пустите меня, братцы, я сам пойду». «Нет уж, Александр Васильевич, сиди». Это было последнее приключение. Альпы остались за спиной. Русские войска потеряли до 7000 человек. Вся артиллерия была брошена. При этом Суворов и его солдаты могли считать себя победителями. Из безвыходной ситуации они вышли в полном порядке, с пленными и трофеями, а потери французов оказались не меньше. Это было мнение не только русской стороны. Операцией Суворова восхищались потом и Наполеон, и Клаузевиц, главный европейский теоретик военной науки. Так что это была важная символическая победа. Через Альпы с Суворовым прошли будущие звезды войны 1812 года. Например, Багратион и Милорадович. Наравне со всеми через сугробы пробирался один из сыновей царя, цесаревич Константин. Павел I после этой истории разорвал отношения с австрийцами. Было понятно, что никаких коалиций с этими людьми не получится. Суворова он осыпал наградами и присвоил ему титул князя Италийского и чин генералиссимуса, который в русской истории давался всего несколько раз. Есть такая история. Получая очередной орден из рук Павла, Суворов сказал: «Боже, спаси царя!» Павел возразил на это в том духе, что Бог, конечно, велик, но царей спасать — это Александр Васильевич. Скорее, ты у нас специалист. На обратном пути в Россию уже очень пожилой Суворов заболел. Торжественную встречу в столице ему не организовали. Есть поздняя версия, что Павел за что-то снова на него обиделся, но более вероятно, что Суворов был уже слишком болен. Через пару недель он умер. Первое время на его могильной плите были перечислены звания и титулы. Уже в XIX веке ее заменили, оставив надпись, которая все объясняла гораздо лучше. «Здесь лежит Суворов».